Всем привет! Сегодня займемся антикоррозийной обработкой кузова автомобиля. Обрабатывать будем старым надежным дедовским способом. Изначально хотел смешать пуш-сало с мастикой резинобитумной. Но когда слегка сполоснул под задними крыльями и повнимательнее посмотрел, что там творится с железом, резко передумал. Как мы видим, по уму тут уже сделать ничего не получится. По идее, надо зачищать до железа, но никто не знает, сколько там осталось. В общем, уже пошла конкретно коррозия металла. Поэтому я решил просто обработать старым надежным дедовским способом. Растопить пуш-сало и обработать. Чтобы хоть как-то прекратить это безобразие. С днищем и передними крыльями ситуация намного ловчей, но все равно также обработаем все пуш-салом. Вот эта чернота на швах, это я обрабатывал не так давно, пороги старым тоже проверенным способом. Если есть желание, можно посмотреть по ссылке в описании. До нас здесь кто-то обрабатывал какой-то типа резинобитумной, наверное, мастикой. Посмотрите, чем плохо такая обработка. Со временем высыхает, трескается, туда попадает влага, соль с дорог. И начинает все это дело гнить, преть под низом. Ну, в общем, для железа это ничего хорошего, друзья. Японцы тоже молодцы, не могли придумать какую-нибудь пластиковую защиту, чтобы из-под колес гравий не отбивал защитный слой. А то именно из-за этого все это и происходит. Гравий отбивает защитный слой, и все начинает гнить, преть и так далее и тому подобное. Также перед обработкой пройдемся цинкарем, преобразователем ржавчины. Я думаю, это очень даже поможет, чтобы остановить коррозию. Короче говоря, резину тянуть не будем. Первым делом все хорошенько отмываем мойкой высокого давления под крыльями и кузов. Итак, друзья, все отмыл моечкой как мог. Под пуш-сало сильно намывать не надо. В общем, днище слегонца ржавое, но железо живое. Лучше, конечно же, это делать все на яме. Но так как у меня ямы нет, то буду домкратить то с одной стороны, то с другой. Сейчас просушим и пробрызгаем цинкарем. Еще разок вам покажу, что творится под задними крыльями. Тут, конечно же, ситуация ужасная. Ну, я думаю, пуш-сало должно здорово нам помочь. Старую обработку, которая хорошо отшелушивается, я, конечно же, по возможности всю зачищу. Итак, короче, оставляем машину подсохнуть. Погода хорошая, солнце, тепло, еще немного ветерок. Поэтому, я думаю, это много времени у нас не займет. Обрабатывать цинкарем кузов мы будем с помощью вот такого устройства. Брал на Алиэкспресс. Вот такой симпатичный распылитель. Ссылку на него я оставлю в описании. Вдруг кому пригодится. Просто накручиваем устройство на пузырь с цинкарем. Немного качнем насосом. И устройство у нас готово к эксплуатации. Итак, железо полностью просохло. При попадании цинкаря ржавчина вступает с ним в реакцию, начинает шипеть. В общем, происходит химический какой-то процесс с запахом какой-то кислоты
которые слегка похожи на запах электролита. Сейчас, в общем, забрызгаю все железо ржавое. Ну и покажу, что получилось. После обработки цинкарем у нас все шипит и пахнет. Местами белеет. Походу из-за этого он и называется цинкарь. Что-то похожее на цинк. Короче говоря, все оставляем в таком виде подсохнуть до полного высыхания. И продолжим дальше. А вот так все это дело выглядит после полного высыхания. После того, как цинкарь высох, хорошенько все это дело промоем мойкой, ну и оставим снова сушиться. Подготовительные работы у нас закончились. Переходим к следующему этапу. Сейчас растопим пуш-сало в кастрюльке на плите. Пуш-сало не рекомендуется разогревать на открытом огне. Но я думаю, если аккуратненько, то ничего страшного произойти не должно. Пуш-сало распылять будем с помощью вот такого устройства. Типа что-то мовильника. Специально прикупил для этого дела. Заливаем растопленное пуш-сало в устройство. Воронка с пластиковой бутылки повела себя не очень, от температуры она сразу вся расплавилась. Немного деформировалась, но задачу свою выполнила до конца. Ну вот, наконец-то у нас все готово к обработке. Подключаемся к компрессору и погнали. Трубка на распылителе длинная, поэтому, когда проходил через нее воздух, постоянно сало замерзало. Ну и приходилось ее разогревать горелкой.
Со временем сало замерзло и в самом бачке. Сначала разогревал на плитке, снимал бачок, а потом уже начал разогревать на месте горелочки. Короче, распылитель приходилось постоянно разогревать с помощью горелки. Ну ничего страшного, друзья. Все равно все получилось отлично. Чтобы забрызгать весь кузов вместе с задними и передними крыльями, ушло ровно 2 вот таких красненьких бачка. Ну а где было неудобно подлазить с помощью пистолета, наносил пуш сала в рукопашную. Итак, друзья, с горем пополам автомобиль мы обработали. В общем, смотрим, что у нас получилось. Какая красотища. Короче, сейчас накину колесо и проскочу по пыльной гравийной дороге, чтобы кузов припудрился пылью, и защита у нас будет обеспечена. Короче, друзья, кому видео понравилось, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Есть у меня еще несколько вариантов, как обработать вот такие черметы, как у меня. В общем, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.